Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам еще две орхидеи. Одна из них орхидея Сапфир, а вторая орхидея Каода. Давайте сначала про орхидею Сапфир. Эта маленькая нежная орхидея была мне прислана в посылке 4 года назад. Это одно из первых видео, которое я показывала на канале. И рассказывала о распаковке этой посылки. Это вообще была первая посылка, которую я получила с орхидеями, потому что до этого я никогда орхидеи почтой не заказывала. Там были еще 3 орхидеи. Они все живы-здоровы, но одну из них я подарила. И вот эта орхидея, которая называется Сапфир, ее не хочется называть таким грубым именем Сапфир. Я всегда ее называю Сапфирчик, потому что она маленькая, нежная и с синей губой, которые в природе у фаленопсисов синий цвет у орхидей не встречается. Понятно, что это гибрид. И сейчас выращивают даже с небольшим количеством синих лепестков. Здесь тоже на лепестках есть такая нежная фиолетовость, может быть даже синева. Но мне очень нравится эта орхидея за ее цвет и очень маленький размерчик. Не все любят такие крохотные орхидеи, но вот именно Сапфир мне нравится. И у меня эта орхидея капризничала. Она и сейчас немного капризничает, но я начала понимать ее капризы. У нее или грибковое заболевание, или вирусное. Я не могу этого определить. Я ее раз в 3-4 месяца опрыскиваю фунгицидом. Новые листья всегда растут чистые, но старые кончики листьев сохнут. Может быть, это и не заболевание, может быть, это всегда такое этой орхидеи происходит. Но на всякий случай я использую фунгицид. Просто опрыскиваю листья. И все. У нее очень тонкие корни. А такие тонкие корни требуют, не могу сказать, что большего внимания, но более частого полива. Потому что в такие тонкие корни орхидея очень мало запасает влаги. Ну, по сравнению даже с корнями каоды, хотя у каоды корни тоже не такие уж мясистые, эти корни выглядят совсем крошечными, совсем тонкими. И за этой орхидеей мне приходится чаще на нее поглядывать, для того, чтобы не пропустить момент, когда у нее корни становятся серебристыми, они сразу еще и кажутся совсем-совсем сухими. Конечно, я между поливами даю корням просохнуть, но все-таки слежу, чтобы они совсем не засыхали. И она меня только на 4-й год, вот в этом году, начала радовать обильным цветением. Она цвела каждый год. Она буквально была куплена в ноябре, а в мае следующего года она уже выпустила цветонос. Там было всего 3-4 цветочка. А в этом году это 3-е ее цветение, если считать с января. И 2-е цветение было вообще шикарным. Было 2 цветоноса с ветками. Но сейчас вот такой длинный, 1 цветонос, и она все еще доращивает бутончики. Но в цветении есть одна особенность. Она раскрывает 5, 6, 7 цветочков.
а последний начинает засушивать. Ни разу не видела еще, чтобы все бутоны, которые она выпустила, она распустила цветы одновременно, и все они были в цветущем состоянии. Но это особенность орхидеи. А вторая орхидея – Каода. Меня очень часто спрашивают, капризная ли это орхидея. Да, есть мнение, что она очень капризная. Вот эта орхидея у меня уже 8 месяцев. И я не могу сказать, что она капризна. Я ее купила в декабре прошлого года. И вам ее показывала. Корней было немного в горшке. Они были. Корни были здоровые, но их действительно было небольшое количество. Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана, где я вам первый раз показывала эту орхидею. И мне повезло. Я за 477, по-моему, рублей на тот момент стоили орхидеи. Я купила не одну, а сразу 2 каоды, потому что была еще и детка. Они так и растут вместе до сих пор. Вот это большое материнское растение, а вот она, детка. И та, и другая орхидея чувствуют себя великолепно и прекрасно растут. Есть корни и у детки, они уходят в горшок. Есть корни и у материнского растения, новые корни. Вот здесь видно, что вот этот корень – это материнского растения, но она не хочет их растить в горшок, ей нравятся вот такие воздушные корни, она их с удовольствием отращивает. Вот, кстати, хотела вам показать пигментацию корней. Мы недавно об этом с вами разговаривали. Ну, видно, что цветы очень темные, а кончики корней светлые. И только один корень вверху имеет темный цвет. Смотрите, внизу такой же зеленый. Бывает орхидея светлая, но кончики корней темные. Бывает орхидея темная, но кончики корней светлые. Это, возможно, пигментация и признак родителей. Не всегда это фузариоз. Когда фузариоз – это красные корни, вот совсем ярко-красные корни. И обязательно будет краснота где-то в середине корня, а не только кончик. Я не стараюсь пересадить орхидеи сразу после покупки. Я даю возможность им вырастить новые корни, для того, чтобы пересадка у них прошла безболезненно. Иногда орхидея очень быстро растит корни, а иногда медленно. И многие не выдерживают и начинают поливать орхидеи какими-то стимуляторами. И это может быть губительно для орхидеи. Я оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана на плейлист о применении разнообразных стимуляторов и препаратов, которые вообще никогда в жизни не нужны орхидеи. Я пользуюсь чистой водой, максимально удобрением и стараюсь не лечить орхидеи, а поддерживать их здоровое состояние. И вот Каода меня порадовала домашним цветоносом. Было всего 2 бутончика, но сейчас она доращивает веточку. И я надеюсь, что цветочков будет больше. Моя Каода оказалась совсем не капризной. И я этому очень рада. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Сегодня черная орхидея. Сёма, Нам не мешало. молодец. Скажи всем пока-пока. Скажи, я лапками говорю. Видишь, лапками.